Ну что, друзья, как вы думаете, что за деятельность сегодня я развела? Посмотрите. Слайсами красиво нарезала рыбку, огурчики, авокадо, крабовые палочки. А это остатки от огурчиков. Я обычно сердцевину не использую. Пишите в комментариях, у кого какие версии, что я сегодня затеяла, задумала. Вот. Что мне еще надо взять? Так, это у нас лабне пынар. Я всегда думала, что пинар, а оказывается пынар. После того, как мы стали учить турецкий, нам это стало известно. Вот. Лабне пынар нам 800 грамм, не знаю, хватит, не хватит. Вот, сейчас еще я достану эти кондитерские мешки. И надо будет пынар туда засунуть. Вот. В общем, икры летучей рыбы у меня нет, поэтому сегодня без икры. Вот, подручными средствами будем обходиться. Майте дверь. Меня здесь нет. А где второе красное? Миша смирительную рубашку одели. Зачем меня замуровали, демоны? Почему ты постель свою не заправляешь? Миша, я тебе сколько сказала, уличные штаны не должны в постели лежать? Ты вообще, что ли, у нас? Сейчас я тебя накажу, сейчас ремень возьму. Нет! Да, Нет! давай, сейчас возьму. Так, что у нас мама делает? Роллы катает. Вот мама сейчас данный ролл делает, вот. С Крабовыми палочками, лабне, вот лабне, кунжутом посыпала, огурцами и еще, по-моему, и лист лори. Все, детей можно кормить у меня, покажи, иди. Вот здесь уже 2 ролла. Один. Один точно такой же, но с рыбой красной, летучей. А вот это вот, ну, я рассказывал. Так, сейчас нарежем. И уже детей можно кормить. Визуально пополам делим. Нож смочили водой. Чик. Потом... Половину одному, половину другому? Да? Не совсем. Тебе чуть меньше. Потом разворачиваем вот так. Раз. Да, я знаю. Соединяем. Еще раз смачиваем нож. При необходимости мы его протираем, если остатки этого творожного сыра остались. И теперь чистым смоченным ножом вот так. Очень важно, чтобы нож был острый очень. Так, раз. Резким движением. Видите, опять сыр на ноже. Мы его обязательно стираем. Чик, чик. Нож смачиваем опять. И осталось у нас предпоследнее нарезание. Чик. Снова нож протираем. Это важно. Смачиваем с 2 сторон. И последний раз. Раз. Все. И теперь все красиво укладываем на тарелку. И с вот этим вот роллом поступаем точно так же. Да. А у нас ужин, роллы с соевым соусом. Едим мы их палочками. Да. А мама уже продолжает на мукбанг готовить. Вот. Так вот проходит процесс приготовления роллов. А это другие роллы, мам? Нет, такие же, просто я сейчас лосось внутрь положу, те, которые ошметки не получившиеся. И так то же самое. Ну что, нам приятного аппетита. Всем, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. И еще, те, кто умеют работать, как-то кушать палочками, ставьте лайки. Пишите комментарии. Так. Снимаю, давай. Ну что, какое твое экспертное мнение? Ну, приятного аппетита.
Ну что, друзья, вкусняшки для мукбанга приготовила. И готовимся теперь снимать для вас мукбанг. Смотрите, как это аппетитно выглядит. С рыбкой, с лососем. Да, кстати, девчонки спрашивали, что за рыба. Самон. Алексей перевел. Самон с турецкого переводится лосось. Это у нас лосось. Я солила сама. И накрутила вот такое количество роллов. Надо будет взвесить, да, Леш? Сейчас взвешу, а потом Пустой поднос, да? пустой поднос взвесим и поймем, сколько у нас продукта. Я думаю, здесь не меньше 2 кило, да? Да. Такая вот красота и ляпота. Кому нравится, ставьте лайк. In the forest. Yes, mother, says Little Red Riding Hood. She loves your grandmother. She is happy. She wants to see her. Riding Hood. Молодец. Это история про маленького Всем привет. красного шапочку. Вот на такой английской ноте начинаем She has got сегодняшний a red день. hood. У нее Ну-ка. есть красная шапочка. Little Red Давай от Riding начала. Hood's mother Little says, Red Riding Hood. This is the story about Little Red Riding Hood. She has got a red hood. She loves very much. She loves it Go very and much. see your She grandma. wears it every day. One day, Little Red Riding Hood's mother says, "Go and see your Take her granny. some Take bread her some bread and and jam, but be careful. A wolf lives in the forest." Yes, mother, says Little But be Red Riding careful. Hood. She loves her grandmother. She is happy. She wants to see her. A wolf Little lives Red in the Riding Hood. forest. This is the story about Little Red Riding Hood. She Лёш. has got a red hood. Лёш. She loves it very much. She wears Yes, it. mother, She wears says it Little Red every day. Riding Hood. One day, Little Red Riding Hood's mother says, "Go and see your granny. Take her some bread and jam, but be careful. She A loves wolf her lives grandmother. in the forest." Yes, mother, says Little Red Riding Hood. She loves She her is grandmother. happy. She's happy. She wants to see her. 3 раза успел прочитать, пока весь She класс wants один to раз see читал. her. Да? Молодец. Сидит старательный ребенок, чего-то там вырисовывает. Магазин сотовых телефонов. Добро пожаловать. У ребенка свой. Теперь. Все будете мне покупать теперь. За консультацией обращаться, Михаил Алексеевич Никифоров. Ну-ка покажи этот. Давай зрителям тогда покажем, раз ты захотел показать. Сейчас, секунду. Нарисую. Вот, видите? Телефоны повнятнее напиши. В общем, вот такой у него вход здесь. А тут на вывеске что будет сбоку? Где? Это телефон. А, это такой телефон, да? Ну, что-то не похоже. Кнопки тогда, что ли, какие-то нарисуй. Так вот кнопки. Сейчас обведет, он будет. А, да? Да. Понятно. Что Что-то какой-то вход, этот, ты как его? Неквалифицированные какие-то тебе эти специалисты, что ли? Вход такой некрасивый сделали, кривой. Почему такой кривой вход, Михаил Алексеевич? Не знаю, криво приклеилось. Ну, а кто придет в такой магазин, я не знаю. Так вот, сюда никто не будет вот сюда ходить, это только для персонала. Так напиши Вот для здесь персонала. Сейчас высоко напишу. Вот здесь вот у меня будет ларек. Ага. И самый маленький телефон возьму и его вот сюда поставлю. Понятно. В общем, сидит творчеством, ребенок занимается, а я решила новый рецепт снимаю и решила кабачки, у меня лежат, что-то как-то не сдружилась я с последними кабачками. Часть я выкинула, а часть, которая в хорошем состоянии, вот так через раз, как моя подруга Сардинь сделает, почистила их. И сейчас оливковым маслом, паприкой, солью, черным перчиком сбрызну, в духовку отправлю на максимальную температуру, чтобы они поджарились. Вот. Кабачки, в принципе, если они молоденькие, а у меня они молоденькие, их можно даже есть сырыми, поэтому зажариваю в духовке я их так, до аппетитной корочки, лишь бы корочка села. А если они внутри похрустывают, то это даже еще вкуснее, чем если они в кашу превращенные. Ну, мягкие совсем кабачки в духовке мы не любим, поэтому я их сделаю аль денте. И дети с удовольствием покушают. У нас даже Миша полюбил кабачки. Выпрямись, пожалуйста. Мама! Еще. Вот, что вам еще рассказать. Я поставила тесто на эчпочмаки. Сделала начинку на эчпочмаки. Сейчас покажу. Это татарские такие пироги.
Вот она начинка у меня такая аппетитная. С фаршем, с картошечкой, с лучком. И сегодня будем снимать мукбанг с эчпочмаками для вас. А зорбелиш не хочешь татарский приготовить? Ой, не, его там сложно. Хоть у меня все подручные средства есть, но там, блин, не хочу. Возьми. Зорбелиш вкусный. Зурбелиш вкусный? Эчпочмак не менее вкусный. Ну да. Вот, погода сегодня целый день шикарнейшая. В кране... Шавбен я выключила, ребята. В кране у нас вода горяченная, солнцем прогретая водичка. Вот. Ну-ка, посмотрим. Ух, свежо. Прохладно. Ну, весна прям, весна-весна. Российская, московская. Как будто сейчас апрель месяц. Да. Когда солнышко было, наверное, уже конец мая. Можно было бы сравнить с концом мая. А сейчас время уже позднее, солнце садится. Видите, на Б-блоке солнышко еще чуть-чуть светит. А так оно уже за вот этот комплекс зашло и на нас уже не светит. Вот. Ну, такая комфортная, приятная погода. Свежая, классная. Прям весной пахнет. Ну, у нас, собственно, всю зиму такая погода. За исключением тех дней, когда пасмурно, дождливо. Вот тогда неприятно. И холодно. Вот. А так, в принципе, всю зиму зелено. Пальмочки. Вот пальмочка у нас плешивенькая. В ботаническом саду много пальмочек. В ботаническом саду вообще питомник. Они выращивают пальмы на продажу. Вот. И если туда чуть-чуть в сторону трассы пройти, то там много-много пальм. Красиво. Очень красиво. Море. Не знаю, Алексей сегодня ходил на море или нет. Но с виду оно вот такое сегодня. Не такое яркое. Всегда, вот что самое интересное, всегда, каждый день море разное. То оно прям ярким, переливающимся таким пятном, то оно вот такое слегка заметное, практически сливающееся с небом, то оно какое-нибудь черно такого хмурого, темного цвета. В общем, всегда море разное. Разными красками наливается, разное настроение у моря. Вот. В принципе, вы знаете, что я вам хочу сказать? Несмотря на то, что мы относительно недалеко от моря находимся, да, ну, метров 250 у нас здесь до моря, идти где-то минут меньше 5. Если очень-очень медленным шагом идти, то 5 минут идти. Вот. Несмотря на это, нет никакого дискомфорта в виде там ржавеющей, я не знаю, там мебели или там какой-нибудь железной посуды или еще что-то, да, чего не скажешь про первую береговую линию. Мы, получается, на 3-й береговой живем, да, потому что вон первая береговая, вон тот белый комплекс, потом вот этот желтенький идет с вот этими тоже, это уже 2-я береговая, ну и мы, получается, на 3-й береговой живем. Очень-очень комфортно. На первую береговую, когда смотришь по набережной, гуляешь, у них ржавые перила, ржавые параболические антенны. Все очень-очень-очень некрасиво, и я представляю, как там внутри квартиры тоже все не камильфо. Вот. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Я не знаю, может быть, относительно наш комплекс еще не такой уж взрослый. Может, пройдут года, мы тоже начнем наблюдать какие-нибудь видоизменения, да? Но когда мы жили в Махмутларе, там, в принципе, по отдаленности наша квартира арендованная была, по отдаленности также, наверное, да? Лёш, у нас в Махмутларе по отдаленности квартира была такая же, Ингридина? От моря? Дальше даже? Но ты помнишь, у Ингриды металлические ножки стола заржавели? На балконе или где? Нет, дома вот этот стол с ее вот этими разводами такими красивыми, ярко. Стеклянный вот этот стол, у него ножки были ржавые. Почему? Сейчас я не знаю, так, как получается. Так, комплекс, потом... Нет, так же, наверное. Так же, да? Ну, то есть в Махмутларе мы жили, у нас по отдаленности от моря квартира была так же, как и здесь. Но единственное, не было прямого вида на море. Вот, и
мы у нее отдыхали в 19 году, 3 месяца мы там были, а получается, 21-м приехали, недельку мы у нее тоже прожили, и я заметила, что вот прям уже в квартире, да, видоизменились вот эти металлические части, они уже покрылись такими какими-то пятнами ржавыми, ну, в общем, не знаю, с чем это связано, то ли там сырости больше, хотя там тоже сухая, хорошая квартира такая, светлая, никаких там грибков, сырости, влажности в квартире замечено не было, но, тем не менее, вот ножки стола у нее заржавели. В принципе, у нас вот этот вот хозяйский, бывший хозяйки этот соковыжиматель, вообще неудобная вещь, честно говоря. Удобная. Серьезно? А что вы не пользуетесь? Да не знаю, никак не помою ее. Ну да, еще от хозяйки не чистили, как стоит, так и стоит. Но вот такое ощущение, что здесь тоже немножко заржавело. Не знаю, надеюсь, что все будет хорошо. Так, в принципе, на своих каких-то вещах мы не замечаем никаких ржавостей. Все у нас хорошо. Но вот первая береговая линия в этом плане, конечно, сильно страдает. Вот, поэтому мы очень и очень даже рады, что мы находимся на третьей береговой линии. У нас третья береговая считается, Леш? Третья береговая линия? Третья, наверное, Арзум, наверное, вторая. Нет, третья это уже вот за трассой там можно называть. Леша говорит, что у нас вторая береговая, а третья уже за трассой. Ну, не суть важно, в любом случае 250 метров, 5 минут очень-очень медленного пешего шага. Ой, Вот. смотри, какая удобная. Поднимаешься вот так. Миша, иди. Ну смотри, мам. Смотри, не хочет толкаться. Вот толкаться. Вот так вот, смотри, смотри, так вот. Все, эту бисинку кладем вот так вот. Кладем эту бисинку. Ага. Наверное, по-моему, сначала. Теперь начинаем крутить, крутим. И вот так вот. Угу. Все, молодец, иди занимайся. Сейчас. Свежим воздухом подышу. Здесь лучше или в России? Ну да. Не знаешь? Здесь теплее. Миш, все, уходи. Ай. Закрываем. Все равно с открытым балконом достаточно прохладно. И знаете, что я вам хочу сказать? К нам пришли в гости Настена, когда с мужем были у нас, говорят, блин, как у вас тепло. По сравнению с нашей, говорит, квартирой, какая теплая квартира. Но это не квартира теплая, а это очень-очень-очень большую роль играют застекленный балкон. Потому что, по сути, ну, когда они пришли, у нас вот эта дверь была между комнатой и балконом тоже закрыта. Сейчас уже тоже можно, кстати, закрыть. Сейчас технику занесу свою. Была закрыта, и получается, за этой дверью у них на незастекленном балконе сразу получается улица, и уже достаточно низкая температура, да, а у нас за этими дверями получается еще воздушная прослойка, вот, и в принципе там не улица. Там, конечно, прохладнее, чем дома, но там не улица. Поэтому очень-очень большую роль играет застекленный балкон. Это прям дорогого стоит. Наверное, люди, которые приезжают сюда на лето, им не столь важно. А кто вот остается до глубокой осени, зимой, то очень-очень важно в первую очередь сделать остекление балкона. Вот. Мы, когда покупали квартиру, у нас уже был остекленный балкон. Оба балкона были застекленными. Поэтому мы этими заботами, хлопотами не озадачивались. Вот. Лишь докупили недостающие для нас какие-то мебелюхи. То есть вот эта вот раскладушка для меня была очень важна, потому что, знаете, как приятно проводить теплые деньки на балконе. Когда жара, конечно, сюда не заходишь на балкон, но когда солнце заходит в летний период, а в зимний период, когда солнце, наоборот, выходит. Здесь очень приятно посидеть, посмотреть на море, кофеек попить, полежать иногда. В общем, я рада, что мы купили эту раскладушку. Она нам очень и очень пригодилась. Вот. Ладно, хватит болтать. Михаил тут дурью мается. Надо его в ежовые рукавицы взять. Ну что, яичпочмаки у меня готовы. Вот такие вот красавцы. Готовы. Кому нравится, ставьте лайк. Дети, вкусно? Афия Толсун.
Hep beraber olsun. Молодец. Молодец. У меня вторая партия еще выпекается, и мы скоро будем снимать мукбанг с Алексеем. Детей покормим, спать уложим. А сами покушаем на мукбанге.